Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу о физических эффектах в игре Alien Transporter. Физические эффекты — это дым из двигателей и огонь из двигателей, а также есть и другие эффекты, но о них немножко позже. Когда я начал работать над этой игрой, первым делом, что я вспомнил, это свою подделку про ракету. Ракета — это одна из первых моих флешек, которые я создавал для того, чтобы разобраться с флеш-технологией. Это просто обычный интерактивный мультик, где мы нажимаем кнопку Go и запускаем ракету в космос. Этот пример я в основном создавал для того, чтобы понять, как во флеше можно использовать партиклы. Я пытался создать реалистичный огонь и дым, который бы взаимодействовал с окружением по каким-нибудь законам, близким к физике. Конечно, о реалистичной физике здесь речи быть не может, потому что все мои математические расчеты построены на каких-то там магических цифрах. Я просто от головы подбирал какие-то варианты, чтобы это выглядело максимально реалистично. Дым отталкивался от земли, поднимался вверх, в зависимости от положения ракеты. Так вот, в новой игре я решил непременно сделать такой же реалистичный дым и огонь. Но вся проблема заключалась в том, что игра настолько маленькая и простая в разработке, что речи о написании партиклового движка даже и речи быть не могло. Я уже начал отказываться от этой идеи, как вдруг я вспомнил, что есть Firecatcher, а в нем есть реалистичная вода. Что если взять реалистичную воду, а именно партиклы, которые симулируют реалистичную воду, и изменить принцип их отрисовки? Заменить отрисовку обычного партикла не партиклом водой, а партиклом дыма. Недолго думая, я взял воду из Firecatcher и вставил ее в игру Alien Transporter, чтобы посмотреть, какой может получиться результат. Быстро перекинув нужные классы и адаптировав их под новую игру, я получил следующий результат. Таким образом выглядит вода из Firecatcher в Alien Transporter без каких-либо дополнительных изменений. Вся основная дальше задача заключалась в том, что нужно как-то адаптировать рендер партиклов под рендер дыма. После непродолжительной работы я получил примерно следующий результат, привязав источники воды к элементам двигателя. Все выглядит примерно так, как я себе и представлял. Единственная проблема оставалась по-прежнему в том, что вода остается водой и партиклы продолжают существовать после того, как они были извергнуты двигателями. А как же можно это было все переделать под рендер партиклов дыма? На самом деле, рендер дыма сделать намного проще, чем рендер воды. Достаточно просто на месте каждой точки воды отрисовывать непосредственно спрайт дыма, и продолжительность жизни точки должна быть ровно столько, сколько идет анимация партикла дыма. И при этом мы получаем следующий интересный эффект. Как можно видеть, получившийся эффект — это ровно то, что я себе представлял. Он полностью взаимодействует с физическим миром и перемещает объекты. Далее, получившийся эффект дыма осталось только привязать к элементам двигателя и получить вот такой замечательный результат. Дым полностью соответствует физике игры. Особенно мне нравится то, как ведет себя дым, когда мы приземляемся на площадку. Как можно видеть, дым не просто проваливается сквозь площадку, как это могло бы быть с обычными эффектами, а расползается в разные стороны. Особенно хорошо это видно, когда мы приземляемся с края площадки, и с левого двигателя дым идет вниз, а с правого двигателя дым, как и положено, расползается по площадке. Таким же образом реализован и огонь в игре. Единственное отличие заключается в том, что, конечно же, за место спрайтов дыма на месте партиклов мы отрисовываем спрайты огня. Кроме этого, есть и другое отличие. Например, то, что мне пришлось вынести обработку физики партиклов огня отдельно от физики и партиклов дыма. Выглядит это примерно так, как будто бы мы их разделили на разные слои. То есть партиклы дыма не могут взаимодействовать с партиклами огня. В противном случае, если партиклы огня и дыма не разносить по разным слоям, то при появлении большого количества партиклов в одном месте получался бы эффект взрыва, а не эффект горения и ровной струи от двигателей. Да, таким образом можно было бы создать еще много разных физических эффектов, типа взрывов или еще что-то в этом роде, о чем я изначально и планировал.
То есть, создав эту систему, достаточно универсальную, я думал о том, что все эффекты в игре будут построены на физической вот этой вот основе. И это была неплохая идея. Но тут есть небольшая проблема. Дело в том, что физические партиклы достаточно сложно настраивать, и на это уходит очень много времени. К тому же, после настройки получается далеко не всегда именно тот эффект, который ты ожидаешь увидеть. Поэтому я в итоге решил отказаться от использования в игре исключительно физических эффектов и разбавить их немножко классическим подходом к созданию эффектов. То есть такими эффектами, например, как для портала, взрывов и многое другое. Под классическими эффектами я подразумеваю систему партиклов, которая ведет на себя каким-нибудь магическим образом во всех известных там и неизвестных играх. Как правило, такие эффекты никак не взаимодействуют с физическим миром какой-либо игры. То есть те партиклы, которые создаются в момент, например, взрыва, на них ничто не влияет, как и они ни на что не влияют. То есть это просто эффект, который существует сам по себе поверх игрового мира и показывает нам просто какое-то действие. К тому же для создания и настройки классических эффектов я уже давным-давно написал небольшой редактор партиклов, который позволяет легко и быстро дизайнить новые эффекты. Этот редактор был успешно использован для таких игр, как Firecatcher и Knight Run. Ну что ж, к редактору эффектов я хотел бы еще вернуться в следующем видео и подробно про него рассказать и показать, как им пользоваться. Также я готов выложить его в открытый доступ для свободного использования. Особенно хорошо он годится для использования в связке Sandhill. Ну, а сейчас хотелось бы подвести итоги этого видео. Как вы думаете, стоило ли создавать столь сложные физические эффекты? Безусловно, результат выглядит впечатляюще. Но у меня есть такое ощущение, что вряд ли кто-то из игроков заметит, что эффекты дыма настолько реалистичны, что взаимодействуют с физикой и объектами в игровом мире. К тому же физические эффекты достаточно дорогое удовольствие еще с точки зрения производительности. И если говорить о подобных эффектах для какой-нибудь более серьезной и более требовательной игре, то тут стоит еще задуматься. Также стоит задуматься и о том, чтобы создавать такие эффекты с нуля. На разработку воды для Firecatcher у меня ушло более 1,5 недели времени. И в случае с той игрой это определенно того стоило, потому что вода — это основа игровой механики. На адаптацию воды из Firecatcher для Alien Transporter у меня ушло всего около дня работы. Более того, получился достаточно интересный универсальный результат, который можно использовать в других проектах. В общем, если вам интересно использовать подобную физическую воду в ваших проектах, то я с радостью готов с вами поделиться любой информацией, а также исходным кодом по этому вопросу. Для этого просто напишите мне об этом в комментариях. Ну, а на этом пока все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. До новых встреч! Тут штуку такую придумал. Если дымом можно сдувать объекты, значит им можно сдувать бочки. Ага, вот так вот они вниз туда падают, и в них выпадают монетки. Сейчас их много туда нафармим. Кучу монеток. Так вот будут играть игроки потом. Добывать монетки вместо того, чтобы возить пассажиров, они будут бочки крушить. Да, прям твик какой-то получается. Тут, конечно, нужна сноровка небольшая. Так, чтобы вот так вот, да. Больше монеток, больше. Главное, чтобы топливо не кончилось. Ой, нет, только не двигатель. Нет, давай, вверх. Ой, еще и топливо кончается. Давай, бегом. Как больно-то. Давай. Не, так не пойдет.